Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня я покажу вам легкий летний вариант меренгового рулета. Готовится он очень просто, занимает минимум времени, а исчезает со стола еще быстрее. В итоге у нас получится очень нежный рулет с красивыми слоями. И с этим рулетом справится даже тот, кто готовит его впервые. Для основы нам понадобится 180 граммов белков комнатной температуры, сахарная пудра 250 грамм, кукурузный крахмал 20 грамм, ванильный сахар, щепотка соли и щепотка лимонной кислоты, которую можно заменить на лимонный сок. Желтки в этом рецепте нам не понадобятся. Также мы еще будем использовать кондитерский мешок с насадкой. Без этого, конечно, можно обойтись, но если хотите, можете сделать так же, как буду делать я в видео. Получается очень красиво. Для начала белки переливаем в дежу миксера. Очень важно, чтобы белки были очень хорошо отделены от желтков, а посуда была идеально обезжирена. В дежу миксера сразу же добавляем щепотку соли и ванильный сахар. Затем начинаем взбивать примерно минуту, пока не появится легкая пышная пена. После этого постепенно добавляем 250 грамм сахарной пудры. Вот на этом этапе, когда белки уже хорошо взбиты, начинаем добавлять постепенно всю сахарную пудру. И продолжаем взбивать минимум 10 минут. Если вы пользуетесь ручным миксером, тогда, возможно, вам понадобится еще больше времени для взбивания. Ориентируйтесь на мое видео. Я покажу, какая устойчивая должна быть меренга. По прошествии 10 минут, вот меренга уже у нас выглядит очень хорошо. Я добавляю лимонную кислоту или, как я уже говорила, чайную ложку лимонного сока и взбиваю еще примерно 1 минуту, чтобы у нас была глянцевая, красивая, устойчивая меренга. У нас прошло примерно 12 минут. Сейчас я покажу вам, какая должна быть меренга, готовая уже. Должна быть устойчивая, крепкая, красивая. Ее очень тяжело стряхнуть с венчика. Она не спадает с венчика, держит хорошо форму. Вот еще раз посмотрите, какая устойчивая, крепкая меренга получилась. Теперь затем сюда мы добавляем кукурузный крахмал 20 грамм и аккуратно складывающими движениями перемешиваем. Долго не вымешивайте, а просто смешать, чтобы крахмал растворился в белках. Так должна выглядеть наша уже готовая меренга. Сейчас всю меренговую массу мы перекладываем в кондитерский мешок. Я использую всегда мерочный стакан. Это очень удобно, чтобы вся меренга хорошо вошла. Но у меня маленький пакет, поэтому я разделила массу на 2 пакета. Противень у меня застелен обычной пекарской бумагой, обычным пергаментом, и я слегка его смазала растительным маслом. Если вы используете тефлоновый коврик или силиконизированную бумагу, тогда масло использовать не нужно. Размер противня у меня 30 на 40 сантиметров. Стандартный противень. Начинаем отсаживать меренгу. Как я уже сказала, можно, конечно, все это просто выложить на противень, разровнять лопаткой. Будет тоже красиво, вкусно, но сегодня мне захотелось сделать такой вариант. Это будет выглядеть очень красиво в конечном результате. Этого количества меренги как раз достаточно на весь противень. Да, сегодня я решила еще присыпать меренговую массу миндальными лепестками. Вы можете использовать любые другие орехи. Очень хорошо подходят фисташки рубленые, но мне кажется, вот миндаль подходит очень хорошо. И красиво, и вкусно. Все, отправляем наш рулет выпекаться в духовку на 30-35 минут. Сверху должна образоваться хрустящая корочка, а внутри он должен остаться легким, воздушным, мягким. Пока печется корж, приготовим очень легкий и быстрый крем. Нам понадобятся очень холодные сливки, минимум 30% жирности, сыр маскарпоне, ягода любая, малина, клубника. У меня сегодня клубника.
У меня очень крупная ягода, поэтому я использую всего 6 ягод. Нужно ее помыть, просушить, порезать на кусочки. В чашу для взбивания наливаем сливки. Забыла сказать, еще нужно нам 2 пачечки ванильного сахара. Обычный сахар мы в этом рецепте не используем, в этом креме, так как меренга достаточно сладкая, и здесь лишний сахар нам не нужен. Добавляем ванильный сахар, пакетик по 8 грамм, то есть 16 грамм, и сыр маскарпоне. Теперь всю эту массу взбиваем ручным миксером буквально 2 минутки до такого устойчивого крема. Вот такой устойчивый глянцевый крем у нас получился буквально по истечении 2 минут. Одну большую ложку крема откладываем в кондитерский мешок с насадкой. Это для украшения рулета. Весь остальной крем мы убираем пока в холодильник. Подготавливаем ягоду для наполнения меренгового рулета. Режем кусочками, небольшими кубиками, как вам нравится. Это не имеет значения, в принципе. Когда корж готов, сразу же снимаем его с противня, чтобы он не отсырел. Как только можно дотронуться руками, накрываем его сразу листом бумаги для выпечки или пергаментом и переворачиваем. Бумага, на которой корж выпекался, очень легко снимается, ничего не прилипает. Когда корж полностью остыл, мы распределяем весь крем по всему коржу и размазываем с помощью лопатки. Распределяем всю ягоду по коржу. Ягоды я оставила тоже для декора, вот эти с зелеными хвостиками. Это для того, чтобы украсить рулет сверху. Теперь с помощью пергамента начинаем скручивать наш рулет. Скручивается он очень легко, не ломается, не крошится. Получается очень красивый, пышненький и очень-очень вкусный. В таком виде убираем рулет минут на 30 в холодильник. Потом декорируем и можно пробовать. Так выглядит наш рулет в готовом виде. Сейчас я вам еще покажу, как он выглядит в разрезе. Такой красивый, летний, вкусный рулет у нас получился. Я надеюсь, что рецепт вам был полезен, понравился. Спасибо большое за внимание и до следующих встреч. Всего доброго, пока!